Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узорчиков уже очень много. Вы для тебя обязательно что-нибудь найдете. Узорчики собраны в небольшие коллекции, например, шали, палантины, узорчики с веерочками, плотные узорчики, объемные узорчики и так далее. Отдельный привет, слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам-мастерицам из разных стран, разных городов, даже разных континентов. Спасибо большое за ваши лайки, комментарии, за ваши пожелания. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, вот с такой расцветкой. Мы с ними уже работали, кто уже знает. Ну и хочу показать сегодня новый узорчик для шали. Не забудьте посмотреть плейлист шали, там тоже много интересных идей. Итак, новички, смотрите, кто еще не работал с такими ниточками. Называются они Alize, Angora Gold, Simli. Значит, блестящие, видите, блестящие. Моточки по 100 грамм, в 100 граммах 500 метров по составу. 75% акрил, 20% это шерсть, 5% металлик. Вот, металлическая ниточка. Нам советуют производители брать крючок от 2 до 4. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Вот такая вот рабочая лошадка. Сразу же, пока не забыла, назову цвет. На камеру цвет передается чуть темнее. Он на самом деле чуть-чуть посветлее. Так. Цвет 21. Видно? Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть, да? Может быть, демисезонную, летнюю, зимнюю. Самое главное, правильно подберите крючок. Прочитайте также аннотацию, инструкцию к своей пряже. Подберите крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. В принципе, все читабельно, все понятно. Кто умеет работать со схемками, можете начинать самостоятельно работать. Кто еще пока не умеет работать со схемками, повторяйте за руками. Провязали элемент, посмотрите, как он отмечается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы быстро научитесь самостоятельно работать с любыми схемками. Итак, начинается вязание с центра. Новички, видите, да? Там, где стоит кругляшочек, циферка 6. И потом шалька будет расти в разные стороны, ну, естественно, в высоту. То есть мы как бы начинаем вязать с шеи, поняли, да? Потом идут ручки, а сверху получается треугольничек. Вершина треугольничка, это будет у нас там спинка, поясничка и так далее. Итак, начинаем с самого начала. Делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь наша с вами задача вернуться к самому первому петельке. Самой первой петельке. Нырнули вот так вот в нее. Вытянули ниточку. И эту же ниточку протягиваем через петельку на крючке. У нас получилось такое маленькое-маленькое колечко. Теперь смотрите, делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 3 петельки подъема, это как бы имитация столбика с накидом. Дальше 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Итого получается, мы набрали 5 воздушных петелек. Теперь накид. Ныряем в центр нашего колечка. Вот в центр. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Это будет столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2. Повторяем то же самое. Накид. Опять нырнули в колечко. Вытянули ниточку. Провязали по 2 петельки. Столбик с накидом. Еще раз 2 воздушные петельки. И точно так же еще один столбик с накидом. У нас должно быть в колечке 6 столбиков с накидом. Первые 3 петельки подъема помним, да? Мы провязывали. Это имитация столбика. 1, 2, 3, 4 уже провязали. 2 воздушные петельки. 5 столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 6 столбик с накидом. Все. Вот так вот получается наш самый-самый первый ряд. Несложно. Идем дальше. Так, для начала 3 петельки подъема
имитация столбика с накидом. Раз, два, три. Поворот. По узорчику 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять получается 5 воздушных петелек. Теперь смотрите, делаем накид. И вот у нас с вами получается первая арочка была, так, между столбиками, вот воздушные петельки. Мы их пропускаем. И во вторую арочку провязываем 5 столбиков с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. 4. И 5. Вот, видите? Вот такая красота. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В следующую арочку, прям по порядку, в следующую, в центральную, столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И по порядку в следующую арочку опять 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же. 2, 3, 4, 5. Вот видите, мы повторили как бы правая сторона, левая сторона. Это центр. 2 воздушные петельки. Раз, два. И вспоминайте. Тут мы с вами провязывали 3 петельки подъема и 2 петельки воздушные по узорчику. Так? 2 воздушные петельки пропускаем. Вот. И в третью петельку подъема будем провязывать столбик с накидом. И на этом наш ряд заканчивается. Вот что у нас получилось по итогу. Угу. Идем дальше. Так. Опять, смотрите, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Здесь будьте внимательны. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Теперь смотрите, накид. Вот наши 5 столбиков. Так? Мы над каждым столбиком будем провязывать столбик с накидом. Первый столбик с накидом и воздушная петелька. Над вторым столбиком второй столбик с накидом и воздушная петелька. Над третьим третий столбик с накидом, воздушная петелька, четвертый, воздушная петелька и пятый столбик с накидом. Как бы получился такой же веерочек из 5 столбиков, только он расширился за счет воздушных петелек. Угу. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И мы с вами здесь сделали, помните, столбик без накида, между ним получились 2 такие арочки. В первую арочку нырнули, столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Во вторую арочку нырнули, столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся на наши 5 столбиков. Провязываем столбики над столбиками. И между ними 1 воздушная петелька. Да? То есть повторяем все, что мы с вами провязали вот здесь. Вот. Точно так же. Итак, первый столбик. Воздушная петелька. Второй столбик. Воздушная петелька. Третий столбик. Столбики с накидом. Воздушная петелька, четвертый, воздушная петелька и пятый. Теперь помните, да, делаем 1 воздушную петельку, и там, где у нас были 3 петельки подъема, да, тут у нас были 2 петельки по узорчику, раз, два пропускаем, и в третью петельку провязываем столбик с накидом. Вот что у нас по итогу получается. У вас также несложно. Идем дальше. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Будьте внимательны. Здесь сделаем тоже 1 воздушную петельку. Итого 4 воздушные петельки. Дальше смотрите, что делаем. Накид. Там, где у нас была арочка, так, мы в арочку провязываем 1 столбик с накидом. Есть. Теперь 3 воздушные петельки.
Раз, два, три. И теперь, смотрите, делаем накид. И вот над нашим столбиком, да, беремся за верхушку столбика, провязываем пышный столбик. Вытянули ниточку, раз, держим на крючке, не провязываем. Накид. Сюда же 2, вытянули, держим. Накид. Сюда же 3. По узорчику показывает, что мы делаем так 3 раза, да, провязываем все вместе за один раз. И обязательно фиксируем, чтобы наши столбики и наши накиды никуда не разбежались. 2 воздушные петельки. Точно так же над столбиком, над вторым, делаем пышный столбик. Раз, подтягиваем. 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Над третьим точно так же. Раз, 2, 3. Провязали все вместе, обязательно зафиксировали. 2 воздушные петельки. Раз, 2. Над четвертым столбиком точно так же. Раз, 2, 3. Провязали все вместе, зафиксировали. 2 воздушные петельки и последний пятый столбик. И последний пышный столбик. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Вот что у нас по итогу получается. Здесь вы можете набирать не как я, 3 получается, накида 3 петельки. Можете делать больше, 4, 5, 6, 8, 10. Смотреться будет намного эффектнее, но пряжа скушает больше. Так что смотрите, как вам это будет удобно. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И здесь будьте внимательны. Для выравнивания высоты нашего ряда мы делаем столбик с 2 накидами. Раз, 2, 2 накида. И вот в нашу центральную арочку провязываем столбик с 2 накидами по 2 петельки. Оп, видите? Он только будет высокий-высокий. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Опять 2 накида и сюда же в эту же арочку ныряем. И провязываем столбик с 2 накидами. Вот такая вот центральная рогаточка у нас получилась. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И переключаемся вот на наши пышные столбики. И провязываем пышные столбики, как мы только что провязывали с правой стороны. Все вместе провязали и зафиксировали. Давайте самостоятельно эту сторону провяжите, да? Повторите, что мы провязали справа. В конце вот ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы с вами провязали самостоятельно наши 5 пышных столбиков. Так, как мы будем заканчивать наш ряд? То есть для начала вы должны сделать 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Затем вот в эту арочку мы ныряем, провязываем столбик с накидом. Делаем 1 воздушную петельку. И там, где у нас была третья петелька подъема, раз, 2, 3. Аккуратненько в третью петельку провязываем столбик с накидом. И на этом наш ряд закончен. Угу. Все то же самое, что мы провязывали здесь в самом начале. Идем дальше. Для начала делаем точно так же 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. А теперь смотрите, там, где мы делали 3 воздушные петельки, так, после пышного столбика, мы вот в эту арочку провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, 4 и 5. Вот наш веерочек. Он будет точно такой же, который мы провязывали. Вот веерочек. Помните? Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. После второго пышного столбика, раз столбик, 2 столбик, вот следующую арочку провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки, будьте внимательны, раз, 2. В следующую по порядку арочку провязываем столбик без накида.
Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот получается, мы перепрыгиваем точно так же нашу еще одну арочку, где были 3 воздушные петельки. Мы провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же, 2, 3, 4 и 5. То есть будет еще один веерочек, поняли, да? Вот как здесь мы провязывали, точно так же, только здесь будет уже 2 веерочка. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот в эту центральную большую арочку столбик без накида. Вот мы провязали до центра. Дальше провязываем то же самое повторение. Вначале 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Там, где у нас 3 воздушные петельки были, провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, два, 3, 4, 5. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем одну арочку, в следующую арочку столбик без накида. Теперь 2 воздушные петельки. Раз, два. В следующую арочку столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Одну арочку пропускаем. И вот там, где были 3 воздушные петельки, 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4 и 5. Вот так вот мы с вами вместе дошли до конца ряда. После 5 столбиков, там, где были 3 петельки подъема, раз, два, три, в третью петельку столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Угу. Вот мы приготовили. Здесь у нас будет 2 веерочка. И здесь будет 2 веерочка. Точно таких же, которые мы с вами здесь провязали. Не сложно? Идем дальше. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Здесь у нас будет 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Теперь смотрите, там, где у нас были столбики, мы провязываем точно так же столбики, но между ними 1 воздушная петелька. Итак, столбик над столбиком, воздушная петелька. Столбики все с накидом. Второй столбик с накидом, воздушная петелька. Третий столбик с накидом, воздушная петелька. Четвертый столбик с накидом, воздушная петелька. И 5 столбик с накидом. Наш веерочек как бы немножко расширился. Угу. Дальше здесь будьте внимательны. Делаем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Перепрыгиваем одну арочку в следующую арочку. Вот провязываем столбик без накида. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И опять перепрыгиваем на наш веерочек и провязываем точно так же. Над столбиком с накидом столбик с накидом и воздушная петелька. Второй столбик с накидом, воздушная петелька. Третий, петелька. Четвертый, петелька. И 5. Опять расширился наш веерочек. Угу. Дальше делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Вот у нас 2 арочки. Ныряем в первую арочку, столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. В следующую арочку столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. И здесь все то же самое повторяйте. Опять провязывайте столбики с накидом. Между ними получается по 1 воздушной петельке. Здесь вы переключаетесь 4 воздушные петельки. И вот в маленькую арочку столбик без накида. 4 воздушные петельки. И опять веерочек расширенный провяжите
столбики с накидом, между ними воздушная петелька. А здесь я вас встречу. Договорились? То есть вы провязываете точь-в-точь все, что мы с вами провязали по правой стороне. А самостоятельно вы провяжете по левой. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы с вами провязали 2 расширенных веерочка. Так, арочки. Еще, получается, наши столбики формируют расширенный веерочек. Дальше, после последнего столбика воздушная петелька. И присоединяемся к третьей петельке подъема предыдущего ряда. Тут несложно. Все, и наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. Дальше, смотрите, воздушных петелек не делаем. Вот в эту самую первую арочку мы провязываем столбик с накидом. Есть. Вот теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И получается, мы провязываем над каждым нашим столбиком пышный столбик. Итак, верхушку первого столбика нырнули, вытянули, подтянули. Считаем 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. 1, 2. Второй столбик точно так же. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. 1, 2. Третий столбик. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. Четвертый столбик. 1, 2, 3. Обязательно попробуйте провязать побольше петелек, чтобы был пышный столбик, более объемный. Ну, для сравнения, 2 воздушные петельки и последний столбик. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Вот наш веерочек очередной. Видите? Столбики, столбики с воздушными петельками и пышные столбики. Все. Идем дальше. Здесь смотрите внимательно. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И сразу же мы перепрыгиваем наши арочки. Вот эти 1, 2. Вот к нашему следующему веерочку. И начинаем провязывать здесь пышные столбики. Поняли, да? Вот такой вот будет воздушный образец. Давайте самостоятельно провяжите пышные столбики. Здесь я вас встречу в конце. Угу. Несложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали наши пышные столбики. Несложно. Дальше будьте внимательны. Делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Помните, у нас здесь 3 арочки, да? 1, 2, 3. Ну, как бы такая вот ямка, да? Будем выравнивать край. Делаем столбик с 2 накидами. И в самую центральную арочку провязываем столбик с 2 накидами. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять сюда же столбик с 2 накидами. Вот такая вот высокая рогаточка получается, да? Арочка-рогаточка. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся вот на наш веерочек. Будем провязывать пышные столбики. 1, 2, 3. То есть мы с вами повторяем все то же самое, что мы провязывали с правой стороны. Теперь провяжите пышные столбики здесь. 4 воздушные петельки и сразу же перепрыгивайте на пышные столбики в следующем веерочке. Хорошо? А в конце ряда я вас встречу. Несложно. Давайте, у вас получится. Красота. Давайте. Так, смотрите, вот растет потихоньку наша красота. Здесь был один веерочек, да, тут уже у нас по 2 веерочка. Так, как мы заканчиваем данный ряд? Вот мы провязали пышные столбики. Надеюсь, у вас все получилось. Точно так же. И после последнего пышного столбика 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вот в эту последнюю арочку ныряем столбиком с накидом. И далее сразу же в третью петельку подъема столбик с накидом.
Мы, получается, подготовили арочку к следующему веерочку. Итак, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И вот наша вот эта первая арочка перед пышным столбиком. Мы в нее провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Это будет у нас как подготовка к веерочку. Дальше опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вспоминайте. Первую арочку пропускаем. Так, во вторую столбик без накида. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. По порядку в следующую арочку столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Одну арочку пропускаем. И вот там, где у нас самая большая была арочка, в нее провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же. Два, сюда же. 3, сюда же. 4 и 5. То есть вот у нас будет второй веерочек. Угу. Первый, второй. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Первую арочку пропускаем, во вторую столбик без накида. 2 воздушные петельки. Раз, два. По порядку в следующую арочку столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять получается, мы с вами одну арочку пропускаем. И вот в следующую большую перед нашей вот такой высокой рогаткой провязываем опять 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Видите, у нас будет здесь 3 веерочка уже в одной половинке. Раз, два, три. Дальше, смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И в центр вот этого высокого, получается, нашей рогаточки столбик без накида. Все, половинку провязали. Дальше следующая половинка. Угу. Самостоятельно провяжите. Я надеюсь, что провяжете. Давайте в конце этого ряда я вас встречу. Договорились? У вас получится. Так, смотрите, вот я вас оставила в центре, да? Дальше вы самостоятельно провязали веерочек. 5 столбиков с накидом, да? Арочки. Опять еще один веерочек. Арочки и последний веерочек в данном ряду. И заканчиваем мы наш ряд. После последнего веерочка сразу же накид и в третью петельку подъема предыдущего ряда столбик с накидом. Если вы внимательно посмотрите, наш узорчик повторяется через 3 ряда. Вот смотрите, пышные столбики закончились, дальше веерочек, столбики, пышные столбики, веерочек, дальше будут столбики, пышные столбики. Понятно? То есть дальше будет только повторение. Давайте смотрите на схемку. Самостоятельно провяжите несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже симпатично. Угу. Я думаю, что вы справитесь. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала еще несколько рядочков. У меня по итогу получается раз, два, три, 4 уже веерочка с одной стороны. Ну и 4 с другой стороны. То есть принцип узорчика понятен. Узорчик у нас будет двусторонний. Выбираете любую сторону, какая вам нравится, такая у вас будет лицевая. За счет того, что очень много воздушных петелек, узорчик растет очень быстро. И еще раз повторюсь, что вы вот эти вот пышные столбики можете провязывать, скажем, более эффектно, то есть набирать больше петелек, делать больше накидов. Попробуйте обязательно. Смотрится, конечно, лучше, шикарнее, но пряжи кушает больше. То есть как бы вот на ваше усмотрение. Как вам? Кто вязал данную шальку таким узорчиком, рассказывайте, что у вас получилось, сколько ниточек, моточков у вас ушло. В принципе, вот меня спрашивают, сколько моточков пряжи нужно набрать. Вот данной пряжи, да, в основном берут все, вот 5 моточков стандартно. То есть кто-то больше, кто-то меньше, возможно, да, в зависимости от размера, который вы хотите связать. Некоторые любят, ну, просто обычный там платочек бактус на шею, а некоторые любят длинный такой, длинную шаль.
возможно, ниже даже поясницы, ниже попы, до колен и так далее. Возможно, вы будете... Вот в описании написано, что как закончить вязание. Просто столбиками без накида обвязать, да. Кто-то захочет сделать обвязку, несколько рядочков. Кто-то захочет сделать бахрому. То есть все это учитывайте. Ну, естественно, количество пряжи своей рассчитывайте. Как вам? Такая вот блестящая красота. Несложно совсем. Справятся даже новички. Ну, естественно, повторюсь, она быстро, очень быстро растет. То есть вы при, скажем, поставленной цели быстро достигнете классного результата. Итак, надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Жите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.